Какой красивый Тбилиси в 8 часов утра. Идем по Руставели и никого. Сегодня весь день мы проведем в Кахетии, родине грузинского вина. Возьми что-то, попробуй, Алис. Артем, что ты будешь пробовать, а? Выбираешь? Давай. Бери. Все, не трогай руками. Это чурчхела, традиционный национальный грузинский десерт. Расскажу, как ее делают. В прошлом видео я показала вам самые красивые места Грузии: Женвальское водохранилище, крепость Ананури и военно-грузинскую дорогу. Мы поднимались высоко в горы, увидели величественные Казбеки в снегах, Гергети с высоты птичьего полета. Мы пили вино и встречали закат солнца в Гудаури у арки дружбы народов. Кто не смотрел этот выпуск из Грузии, обязательно посмотрите, здесь очень много красивого. Кто это к нам пришел? А? Какаша. Какашка, точно. Что ты сегодня как какашка себя вела, да? Вот, ДНК меда, как соты, да? Алиса тут уже напробовала все, да? Какая тебе понравилась? Хочешь, я тебе дам вкусную? Из граната. Вот эта гранатовая очень вкусная. Да? Возьмем две, да? Тебе понравилось? Руками только не трогай, руками не трогай. Хорошо. Так вот, как делается чурчхела. Орехи очищают от скорлупы и нанизывают на нитку, окуная в загущенный мукой сок. Виноградный, гранатовый. Я выбрала себе пастилу Ткемали, это моя любимая пастила. Я вообще пастилу давно очень люблю. Да, это киви, это гранат. Эта деревушка называется Манави, и это родина чурчхелы. А чурчхелу Алиса уже выбрала себе. Будешь пробовать? Кусай. Не-не-не, давай вот так, кусай. Это вкусно-вкусно, это гранатовая. Ты же ее там пробовала, тебе понравилось. Будешь? Пастилу дать? Сейчас. А это пастила. Держи. Жуй, она кисленькая. Вкусно? А еще в этой чурчхельной лавочке можно приобрести сувениры и полюбоваться на виноградники. Кто видел, как пекут настоящий грузинский хлеб? Делается это вот в таких печах, и это очень вкусно. Лучшим материалом для печки, для хранения это была глина. Поэтому глина используется по сегодняшний день. Guys, I want to say for you also by English is that see now the cooking area which you can natural yeast and flour of course is it, yeah, nothing else absolutely is it. So when she cover 8-10 minutes and it will be done. Bread, which is we call that mother bread, is it, yeah, or the simple name shoti, guys. This is what we can say about this bread, is it. Until now, guys, they cook the bread. Let's do the one thing. We can take all kind of cheese, which is available over there. So when bread will be ready, you can get from her directly this bread also, is it okay? Вот это настоящий грузинский хлеб. Будешь? И сейчас мы попробуем сыры. Эта деревня называется Бадьяури. И здесь изготавливают вкусный сыр. Будешь хлебушек? Нет, спасибо. Сыр сейчас будешь, да, пробовать? А можно это попробовать? На, Алиса, ты хотела сыр, будешь? Иди сюда. Вкусный? Еще? Сколько стоит? До меня не доходит. А вкусе дай кусочек попробуем. Это у нас поедатель хлеба. Сыр ей не понравился, сказала, сильно соленый, да? Это более вкусно. Соленый? Да, попробуй. Игорь, щерния резиденция. Есть вина? Эти рогори что-то вина. Ай, джан магари даграт туда залиянка. А мы едем дальше, в один из красивейших монастырей Грузии. Заходим.
Мы сейчас находимся в монастыре Бодбе. В нем есть усыпальница Святой Нины. Фотографировать я там не буду и снимать видео, но просто расскажу вам немного об этом месте. Если едете в Кахетию, обязательно загляните сюда. Монастырь стоит на горе, место очень красивое. Цветники, лужайки, виноградники, целебный источник и, конечно же, останки просветительницы Грузии Святой Нино. Сюда приезжают паломники со всего мира и просто туристы, которым интересно побродить по красивым аллеям и полюбоваться на хребты Кавказских гор. А здесь такой маленький кусочек лета. Ух ты! Какая у тебя морда большая! Такое светлое и умиротворяющее место. Что ты, он такой толстый, он хорошо тут питается. Видишь, он любит кушать, как Алиса, наверное. Да. Кс-кс-кс. Кс-кс. Красивый котик. Все, она там осталась. Пока, котик. Моя икаить. Да. Спасибо. Нет еще и котик. А я котик. Вот кот. К тебе приходил? Серьезно? Класс. На улице зябко совсем, зашли в храм, а здесь вот такая вот печка с горящими дровами. Сегодня очень холодный день, солнца нет и ветер сильный. Скажи, я Алисе отдала дома свою шапку. Вот, хотя по погоде смотрели, что будет солнышко. Ну, вот так вот в Грузии оно всегда непредвиденно. Лилой этот грязный, уже замученный такой. Ася его когда-то нам летом с Германии привезла. И так он у нас уже стирался 100 раз, наверное, да, уже такой он любимый. Да. Алиса, как всегда, монастырь Бодбе находится всего лишь в 2 километрах от Сигнахи, и сейчас мы уже здесь. Приехали в Сигнахи. Это город любви. Здесь есть ЗАГС, который работает круглый год и 24 часа в сутки. Город любви. Знаете, почему он так называется? Здесь есть ЗАГС, который работает 24 часа в сутки, круглый год. И из любой страны вы можете вот сюда приехать, и вы получаете за 15 минут свидетельство о браке, и оно является действующим. Вы приезжаете в свою страну, и это все подтверждается уже документально, ну, ваши документы получаете там. Вот. И самое интересное, что развестись в своей стране вы можете, а здесь развестись в Сигнахе просто так вы не можете. Это можно сделать только 13 числа каждого месяца, один день в месяце, когда вот принимают подачу документов на развод. Небольшой и довольно живописный городок, и сейчас мы спустимся в старый город, в старый центр города. Смотри, какие фонарики красивые, да? Здесь такие улочки старинные, мне чем-то напоминает какой-то греческий городок. Идем. Сувениров много разных. Я шла 15 минут и думала, что напоминает мне это место, не могла понять. Албанию, Гирокастро. Помните, в одном из моих выпусков есть полный обзор этого города. Такие же улочки, такие же мостовые, красиво.
Шапка? Ты что? Ку-ку! Алиса говорит, я какой-то лев. Тихо, ты что, дочь? другую одень. Идем потихоньку. Снег тает. А тут с крыши, видишь, как течет? Снова чурчхела, она у нас повсюду сегодня. Мы купили еще пастилы. Уже поедают эту пастилу. Сколько вы уже съели, скажи, а? Не знаю, вот это гранатовая, а это, по-моему, сливовая. Такая. Боже, смотрите, сейчас вам покажу, какой мотоцикл едет. Я думала, таких уже не существует в природе. Думаю, что летом здесь намного более оживленно. А сейчас смотрите, как зима. Вот у меня у Гены не получилось приехать к нам в Грузию, хотя мы его ждали. Вот, а так бы сейчас расписались в Сигнахе. Это очень кислая, но вкусная. Это ткемали, да? Нет, это гранат. Прошлое было ткемали. Очаровательные мощеные улочки, деревянные резные балконы придают городу какую-то загадочность. Здесь в Сигнахе очень много смотровых площадок с видом на Лазанскую долину. Сейчас, конечно, туман, погода немножко нас подвела, вот, и вид плохой. Вообще классно видно, очень. А мы поднимаемся все выше и выше в крепость. Алиса идет по крепостной стене. Там очередь впереди. Строят все себе балконы. А мы сейчас идем по крепостной стене Сигнахи. Она очень длинная. Но ограждение сделали хорошее. Алису я свободно тут отпускаю. Алис, у тебя белая рукавичка. Она сейчас будет вся черная. Да. Общая протяженность стен 4,5 километра. К ним примыкают 28 сторожевых башен. С самой крепости открываются завораживающие виды на город и Алазанскую долину. Сейчас иду и думаю, что зимой наоборот здесь как-то более уникально, да, потому что этот снег лежит холодно. Летом банальней. Вот такие кафешки все пустующие. Мы ждем Таю. Пойдем посмотрим на Лазанскую долину, что видно. Чиз! Позади нас знаменитая Лазанская долина. Видно плохо, но я постараюсь на видео вам ее показать лучше с этого места. Алазанская долина – это межгорная долина в Грузии и Азербайджане вдоль подножия Большого Кавказа по рекам Алазани и Аричай. Ее длина 225 километров, а ширина до 40 километров. Ее также называют Кахетинской равниной. Проезжаем по старым улочкам Сигнахи. Эти мостовые, сувениры, платки, ковры. Ну, так интересно вообще здесь погулять и на все это посмотреть. Неподалеку от Сигнахи есть множество разных частных виноделин. И сейчас мы едем на одну из них, будем дегустировать очень вкусное грузинское вино. Кто вспомнит, какой фильм снимали в этом месте? Это самый старый платан в Телаве. Ему 1000 лет, и его могут обхватить 13 человек по кругу, вот так руками. Тель-Авив — это столица Кахетии. И этот платан — это символ этого города. А вот эта вот дыра в нем, молния туда ударила когда-то. Представляете, какой он огромный? Я вот думаю, что я обязательно бы вернулась в это место и вообще в Кахетию осенью, в сентябре. Именно первая половина осени до середины октября для меня самое лучшее время в Грузии. Мы сейчас будем обедать, и потом у нас будет дегустация вина. Все уже голодные, проголодались. То есть там нет подарков. Алиса думает, что это подарки от Деда Мороза, а это пустые коробочки.
А мы пока идем на дегустацию. Мы сейчас находимся в винодельне. Здесь емкости для хранения вина. Я боюсь, что полиция не свалилась никуда. Осторожно. Идем сюда. Пошла давка. Пошла давка, и во время этой давки сопровождалась песнями и танцами. Почему это все происходило? Ну, потому что у вина есть генетическая память. И это абсолютная правда. Вино имеет генетическую память, и с каким настроением ты его изготавливаешь, таким оно и будет. Удивляюсь, как здесь все продумано до мелочей. Вот насколько хозяин этой винодельни любит свое дело. А здесь можно попробовать настоящую грузинскую чачу. Кто был не в курсе, я винодел, технолог бродильных производств по образованию. Вот так. Я тут собралась чачу дегустировать, а ребенок хочет, чтобы я его подняла, чтобы она посмотрела, что здесь делается. Да? Посмотрела? Давайте, это что? Коньяк. Увидела? Дубовые бочки. Все, Слась. Любой, конечно. Все А это увидела? 60 градусов. Вот истинные виноделы, они ценители сухих вин. Вся Грузия — это сухие вина. А я сухие не очень люблю, потому что у меня от них желудок болит. Я больше люблю полусладкое. После дегустации у нас наконец-то ранний завтрак. Уже больше 6 часов вечера. Я еще не завтракала, и я такая голодная, если честно. Дети тоже. Ну, дети, конечно, поели дома. Я их голодом не морю. Я очень хочу есть. Салат. А еще у нас будет шашлык. Да? Рок? Ты будешь салат? Салат будешь? А салат? А ты что ешь? Брокколи? Это картошка, это не брокколи. Она хотела брокколи, ты поняла? Смешно. Алиса и брокколи. А картошку? Будешь картошку? Едаки. Я хотела брокколи. Ты хотела брокколи? А что ты ешь? Брокколи. Это хачапури. Брокколи. Нет, это хачапури. Моя брокколи. Хочу показать очень вкусный ореховый соус. Обалденный. Думаю, те из вас, кто еще не был в Кахетии, а многие и в Грузии вообще, посмотрев мои видео, обязательно захотят здесь побывать. А чтобы не пропустить новый выпуск, нажимайте на колокольчик и подпишитесь.